Сегодня в выпуске все в предвкушении возвращения BTS, а Джин вошел в британский чарт и установил рекорд в Billboard. RM стал любимым артистом, получил 3 награды, а J-Hope со своим альбомом поднимается все выше и выше. Рекорды победы и достижения у Stray Kids, P1 Harmony, Chimina, ENHYPEN и не только. Концертные новости при участии Seventeen и Blackpink. Красотология и брендоводство при поддержке J-Dragon, Jung Hao и Zero Base One, ENHYPEN, Сельги и не только. Шефы борются за ужин с Севентином, нет запускает новое шоу на выживание. Idol объяснили, куда пропала буква G и почему, а также навестили братков и рассказали много интересного. Феликс из Stray Kids не сможет полноценно выступать, а Super Junior выпустят альбом в честь 20-летия. Это и многое другое сегодня в новостях индустрии K-Pop News номер 256. Как обычно, все ссылки на экране, милости прошу, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики, пишите письма, ниже комментарии, желательно адекватные, было бы очень здорово. Также ссылка Boosty в описании позволит вам подписаться на Boosty удивительно и получить ранний доступ, дополнительный контент, а каналам продолжать жить, Donation Alert для разовых поддержек. Далее там защитный баннер, я не знаю, может мне песню выпустить с озвучкой вот этого всего, тогда возможно смысл дойдет. Кто знает, я ж могу. А песня будет буквально состоять из того, что написано на экране. Но, тем не менее, как обычно, с вами Максим, новости индустрии, и мы начинаем. Поехали! Как обычно, начнем с чего-нибудь потяжелее. У Феликса проблемы со здоровьем, давайте подробнее. Stray Kids объявили об изменениях в своих предстоящих выступлениях. 24 мая было опубликовано официальное заявление от JYP Entertainment. Вот оно. Здравствуйте, это JYP Entertainment. Мы хотели бы сообщить вам новости об участнике Stray Kids Феликсе. В течение некоторого времени Феликс занимается реабилитационными упражнениями и проходил лечение спины. Хотя у него нет серьезных проблем с повседневной деятельностью, в последнее время он испытывает боль при нагрузке на спину. Поэтому в настоящее время он получает дополнительное лечение. После тщательного обсуждения между артистом, медицинским персоналом и JYP Entertainment мы хотели бы сообщить вам, что тур будет продолжаться по плану, но некоторые движения в рамках выступления могут измениться в зависимости от состояния артиста. Обратите внимание, что это решение было принято в соответствии с рекомендациями медперсонала по минимализации нагрузки на спину и непоколебимому желанию артиста быть на сцене, с тщательным учетом мнений всех 8 участников Stray Kids. JYP сотрудничает с профессиональным медицинским персоналом, который следит за здоровьем артистов во время поездок как по стране, так и за рубежом. Даже во время тура мы будем уделять первостепенное внимание здоровью артиста, выделяя как можно больше времени на лечение. Мы сделаем все возможное, чтобы заботиться об артисте и способствовать скорейшему выздоровлению Феликса. Мы заранее благодарим вас за понимание. Напомню, в феврале 2022 года Феликс получил травму спины во время репетиции предстоящего концерта. У него диагностировали грыжу межпозвоночного диска, и с тех пор он испытывает повторяющиеся боли. Жутко. Профессиональные травмы, а вы что хотели, индустрия беспощадна не только к свободному времени, но и к здоровью. Феликсу скорейшего выздоровления, берегите спину, товарищ Бас, и двигаемся дальше. А у нас тут Idol, который раскрывает страшную тайну, куда же делать буква G и почему, давайте подробней. 19 мая группа Idol провела пресс-конференцию в Chosun Palace в Каннаме, посвященную выходу их 8-го мини-альбома We Are. На конференции участницы рассказали о предстоящем промоушене и объяснили, почему же решили изменить название. Миньон отметила, с самого дебюта мне казалось немного странным добавлять отсылку на слово «женский» в скобках. Теперь мы наконец-то можем называть себя просто Idol. Юци добавила, я по привычке допустил ошибку, представляя новое название. Надеюсь, публика поймет и привыкнет к нему вместе с нами. Ой, не ты одна, Юци, не привыкла. Тут тоже я иногда вспоминаю как G-Idol. Соён, лидер группы, объяснила. Мы решили попробовать что-то новое. Все участницы впервые написали песни и композиции после продления контракта. Было волнительно, но в итоге это оказалось весело и продуктивно. Также группа решила отказаться от своей многолетней серии I, стартовавшей с дебютного альбома AM в пользу новой темы We. Эта концепция символизирует единство группы и общность их истории. Впервые с момента выхода дебютного альбома каждая из девушек внесла свою лепту в написание текстов и музыки, тем самым реализуя концепцию We, то есть мы, на практике. Соён на заглавном треке Good Thing. Здесь использованные звуки автотюна, популярные в 2010 году. Мы хотели сочетать ностальгию с современностью. Песня рассказывает о противостоянии с изменяющимся партнером, и мы стремились выразить это смело и необычно, что редко делают женщины-артистки. Вроде автотюн используют абсолютно все, всегда и везде, но, возможно, имелось в виду отсылка на то, как в 2010 году использовали, когда он в хлам накручивался до того, что голос превращался в подобие цифрового чего-то. Может быть, имеется в виду это. Мини о треке Chain. Я хотел показать отношения внутри Idol тесные, как звенья одной цепи. Это также может быть интерпретировано как романтические отношения. Текст песни прямолинейный и смелый. Юце о треке Love Tease. Это мой любимый диско-трек. Здесь больше всего внимания уделяется мелодии, чем тексту.
Соён, в свою очередь, высоко оценил работу коллеги по группе. Юци отлично создает цепляющие мелодии в этом треке, это особенно заметно. Мион, автор песни Unstoppable, призналась: поддержка группы дала мне смелость создать эту песню. Когда я пишу тексты, то стараюсь сосредоточиться на важных темах. Шухуа впервые написала текст для It's OK. Она рассказала: Соён предложила мне поучаствовать и обещала помочь в работе, что придало мне уверенности. Я благодарна ей. Сочинение музыки было таким увлекательным, что я хочу попробовать сочинять ее и дальше. Соён отметила: Шухуа использовала редкие выражения в корейском языке, что сделало песню свежей и притягательной. Далее Юци пошутила: я обещала побриться на лысо, если мы попадем на первое место в Billboard. Соён сказала, что чувствует успех, и я с радостью побреюсь, если это случится. Соён добавила: новый альбом отражает разнообразие стилей, так как мы приняли новые вызовы. Уверена, многие ждут, когда Юци выполнит свое обещание. Обсуждая продление контракта, Соён сказала: новые условия выгодны артистам, но мы стремились найти баланс, чтобы компания не пострадала. На вопрос о влиянии общественного мнения Соён сказала: конечно, оно влияет на нас. Иногда я думаю, не слишком ли это противоречиво, но песни по своей природе абстрактны, что иногда и приводит к недопониманию. В целом, вот такое вот интервью, часть некоторую я уже опустил, потому что оно достаточно большое, кому надо, почитать целиком, но вот основная концепция, потому что буква G больше не нужна, и так понятно, что мы женщины в группе. Видимо, так. Может быть, как-то иначе, вы поняли это, пишите в комментариях. Девушкам всего хорошего, от того, что они потеряли одну букву в названии, они не потеряли самое главное — свою идентичность. И двигаемся дальше. Группа Idol навестила братков, это, если что, шоу «Всезнающие братья» сокращенно, и давайте подробней. Женская группа Idol проявила мощное чувство юмора и отличные артистические способности на шоу Ask Us Anything. Участницы Idol Мион, Мини, Соён, Юци и Шихуа 24 мая появились на передаче JTBC Ask Us Anything, где поразили зрителей яркими разговорами и мощным живым исполнением. В этот день Соён рассказала о новой песне группы Good Fin. Впервые наш голос был обработан автотюном. Когда участницы услышали это впервые, сказали, что будто получили удар током. После выступления группы с Good Fin ведущие шоу быстро начали повторять танец и выразили восхищение. За это энергия просто зашкаливает, так здорово, у Idol свой неповторимый стиль. В последующем разговоре каждая из участниц оставила яркое впечатление своим уникальным баянием. Мион распространила свой фирменный мем. Сегодня тоже постараемся. Мини поделилась особой любовью к шоу, в котором она была постоянной участницей. Новый International High School. Юци заявила себя как главный юморист группы, а Шихуа, большая поклонница Дарам, проявила интерес к актерской игре в экшн-сценах. Особенно Суён призналась, что не ожидала такого успеха у песни Fate, которая в прошлом году взорвала различные музыкальные чарты. Она поделилась: песня заняла первое место в чартах, у нее много поклонников. Это была просто одна из композиций в альбоме, я не думала, что она станет настолько популярной. Далее Idol исполнили живьем песни Fate и Клэксон, превратив класс Ask Us Anything в настоящий концертный зал. В конце, во время школьного соревнования, Мини, мечтающего о возрождении шоу Ask Us Anything, вместе с остальными участницами проявили свои комедийные таланты. В разных играх разные участницы дарили зрителям веселые и искренние эмоции. Уверен, шоу было интересное, но, опять же, одно из самых интересных корейских шоу, что я видел. Всезнающие братья, в конце концов же, это база. То, что они впервые использовали автотюн, мне кажется, тут есть какие-то неточности перевода, я думаю, именно в такой пропорции, потому что автотюн в их песнях был всегда, просто не настолько очевидный, но он у всех сейчас есть абсолютно. Может быть, они его используют действительно просто напильник, нулевка, наждачка, которая просто блеск придает. Не более, то есть все остальные правки, скорее всего, сделаны мелодайном. Ну ладно, это уже технические аспекты. А то сейчас подумаю, что это пытаюсь как-то принизить. Да нет, не пытаюсь, все нормально. Отличная группа, отличное шоу, успехов, двигаемся дальше. Наконец-то Мнет запустят новое шоу на выживание, так что скоро посмотрим его на бусте. Но пока что подробности того, что ж там нас ждет. Предстоящее шоу на выживание Boys to Planet изменило свой формат. Теперь после шоу дебютируют не две группы, а одна. 23 мая Мнет объявили, что съемки первого эпизода шоу успешно завершены и поделились. В формате программы произошли изменения. Первоначально Boys to Planet должно было выходить в эфир как два отдельных шоу Boys to Planet K и Boys to Planet C, в ходе которого должны были дебютировать две группы. Однако, чтобы усилить драматическое повествовательное погружение, Мнет решили объединить эти два шоу в одно и, соответственно, дебютировать только одну кей-поп группу. Я думаю, K и C, скорее всего, означали корейцы и китайцы, возможно. Представитель шоу заявил: мы подробно объяснили изменения участникам и их агентствам, получили их понимание. Мы сделаем все возможное, чтобы подчеркнуть рост и обаяние конкурсантов, предоставляя качественный контент. Кроме того, Мнет сообщили, что они активно думают над возможностями для продвижения будущей музыкальной деятельности участников шоу Boys to Planet K и Boys to Planet C за пределами программы. Для этого они сотрудничают с глобальными партнерами, в том числе и в Китае. Премьера шоу Boys to Planet K состоится 17 июля, премьера шоу Boys to Planet C состоится 18 июля. Что вы думаете об этом? Я не до конца понял, они сначала сказали, что будет одно шоу, потом два шоу будут одновременно, и потом они склеивают это в одно. Я сейчас еще раз пролистываю новость глазами, не споткнулся ли я где-нибудь об знаки препинания.
Но нет, первоначально Boys to Plain должно было выходить в эфир как два отдельных шоу. И будет выходить как два отдельных шоу. Непонятно. Либо ошибки перевода, либо я не понял тонкую игру продюсеров в контроле нашего разума. В любом случае, уверен, шоу будет интересным. Обязательно посмотрим на Бусти у меня, подписывайтесь и двигаемся дальше. Шефы борются за ужин 17. Что ж такое за ужин и кто эти шефы, давайте подробнее. В выпуске JTBC Please Take Care of My Refrigerator от 25 мая специальными гостями стали участники группы 17 Хоши и Уджи. Они появились на шоу в честь десятилетия группы. Они не только продемонстрировали свой отменный аппетит, но и бросили настоящий вызов для лучших шеф-поваров шоу. Во время эпизода Уджи раскрыл свои неожиданные пищевые привычки. Мне нужно съесть как минимум 6 бургеров или 4-5 пачек лапши быстрого приготовления, чтобы почувствовать сытость. Он также впечатляет поваров своими познаниями в кулинарии, комментируя, этот способ готовки сохраняет текстуру и готовка при низкой температуре должна хорошо сработать. Первая кулинарная битва разворачивается вокруг любви Хоши к кимчи. Поварам нужно приготовить оригинальные блюда на основе кимчи. Шеф-повар Ким Со Хи уверенно заявляет, что она даже ест дополнительное кимчи вместе с кимчи чигё, что бы это ни значило. Ее соперник Фабрицио Феррари поднимает ставки, провозглашая: «Я глобальный амбассадор кимчи». По мере того, как напряжение растет, Фабрицио шокирует всех 7 нестандартных фьюжн-блюд, сочетающих корейскую и западной кухни. Шеф Ким Пун восклицает: «Даже я считаю, что это уже перебор», а Квон Сон Джун шутит: «После этого Фабрицио могут не пустить обратно в Италию». Эти необычные творения лишь усиливают драматизм состязания. Во втором раунде на кону оказывается крупный приз — командный ужин 17 стоимостью около $7000. Хоши признается: «Мы как-то уже потратили такую сумму на общий ужин. В этот раз мы отметим годовщину в ресторане победившего шефа», что подстегивает поваров к еще большей решимости. Шефы Юн Нам Но и Квон Сон Джун вкладывают душу в создание блюд, наполненные эмоциями, отражающими десятилетний путь 17. Оба блюда пропитаны личными историями, связанными с группой, и последнее слово остается за Хоши и Уджи, оставляя фанатов в ожидании, кто же получит эту честь и тот самый ужин. Ну все. Кто получит, мы так и не узнаем, пока не посмотрим эпизод, то есть вы потом узнаете, можете написать, кто получил. Я задумался, ужин на $7000 звучит очень дорого, но с другой стороны, в группе 17 же не 2 человека, а несколько больше, поэтому возможно взрослые парни, которые еще хотят какой-то приватности, идут в не самое дешевое заведение, и это получается относительно адекватный счет на такую толпу людей. Так что приятного аппетита группе 17 и двигаемся дальше. Супер Джуниор выпустит альбом в полном составе, потому что скоро им 20 лет. Давайте подробнее. Согласно сообщению местных СМИ, во вторник Супер Джуниор выпустит полноформатный альбом в начале июля в честь своего 20-летнего юбилея. Также сообщается, что съемки музыкального клипа для нового альбома уже завершены. Во всех треках альбома примут участие все 9 участников легендарной группы, включая Хичоли, который не участвовал в записи предыдущего 11-го студийного альбома под названием The Road. Тот альбом вышел в январе 2023 года и объединил две части: The Road Keep On Going и The Road Celebration, выпущенные в предыдущем году. Ранее Super Junior провели выставку, посвященную воспоминаниям о своем 20-летнем творческом пути. Юбилейная выставка под названием Super Records прошла до 25 апреля по 17 мая в Mall of K, Сеул. После завершения экспозиции в Корее она отправилась к фанатам за рубеж, в мае в Японию, в июле в Китай. Super Junior готовит масштабные проекты к своему 20-летию. Помимо выставки и выпуска альбома планируется открытие поп-ап-магазина и концертный тур, что вызывает огромный интерес у поклонников по всему миру. Особого внимания заслуживает реалити-шоу с 10 эпизодов «Проснулся, а я в Супер ТВ», запущенное в честь юбилея. Шоу выходит каждую пятницу в 12:00 на TVNG и 19:00 на МНЕТ. По задумке участникам предстоит выбраться из мира, название сказанное вслух, где любое слово становится реальностью. Участники Super Junior объединяют усилия в рамках абсурдных и забавных испытаний, за что шоу получило положительные отзывы, но ничего другого мы не ожидали. Группа все-таки весельчаков, шутняр и проказников, которые до сих пор выглядят как пацаны. И посмотрим, что эти взрослые пацаны предоставят 20 лет спустя. Думаю, что-то наверняка интересное. Было бы неплохо что-то в духе песни Манго и Don't Wait. Вот прям было бы в ту сторону хорошо посмотреть. Но это так, мои хотелки. Успехов, и мы двигаемся дальше. А теперь новости про камбэк группы Blackpink. Да-да, не удивляйтесь, давайте подробнее. По сообщениям инсайдеров индустрии, 27 мая Blackpink недавно завершили фотосессию для обложки своего готовящегося к выходу музыкального альбома в одной из локаций Сеула. Стоит напомнить, что это их первое возвращение в полном составе за почти 3 года с момента выхода второго полноформатного альбома группы Bomb Pink 16 сентября 2022 года. Как время-то летит. Сообщается, что альбом будет создаваться под непосредственным руководством исполнительного продюсера YG Entertainment Ян Фён Сока, который, по слухам, приложил немало усилий для реализации данного проекта. Также сообщается, что съемки и обложки альбома выполнены на мировом уровне, как и подобает известной на всю планету группе Blackpink.
26 мая Ян Хён Сок намекнул на возвращение группы в блоге YG Entertainment, заявив, цитата: «Судя по всему, скоро мы сможем поделиться новостями о новой песне Blackpink. Учитывая, что съемки для обложки уже завершены, вполне вероятно, что группа готовится к выпуску полноценного альбома, а не только сингла. Поскольку все 4 участницы Дженни, Розе, Джису и Лиса успешно завершили свои основные сольные проекты, ожидается, что теперь они возвратятся к активной деятельности в качестве группы. Ну, а что, надо же деньги зарабатывать, пока есть возможность. Но, с другой стороны, не помешало бы и новый альбом выпустить, 2 альбома это как-то не очень много, и пару синглов, так что, наверное, будет что-то очень интересное. Все-таки это самая популярная женская группа сейчас, если не ошибаюсь. Ну, в Корее точно, а во всем мире одна из. Поэтому девушкам всего хорошего и двигаемся дальше. Красотология и брендоводство, да, теперь это уже официальное название этой рубрики. Начинается с Сельги из Red Velvet, и давайте подробней. Сельги из Red Velvet снялась потрясающей фотосессии для журнала Marie Claire Korea. В преддверии долгожданного возвращения с коллегой по группе Red Velvet Айрин, Сельги нашла время, чтобы сняться в красивой фотосессии на пляже для Marie Claire. Я бы тоже нашел время, чтобы в фотосессии на пляже сняться. В отличие от мрачной атмосферы роковой женщины в предстоящем возвращении дуэта, новая фотосессия выполнена в освежающей летней манере. Классическая красота Кан Сельги сияет, когда она демонстрирует несколько очаровательных пляжных нарядов и наслаждается днем на пляже. Фотосессия с участницей Red Velvet под названием «Один летний день» будет опубликована в июньском номере журнала Marie Claire Korea за 2025 год, а пока вот несколько снимков. Ну, хороша по-прежнему, а что я могу еще сказать? Прекрасная девушка. Тем временем Айрин и Сельги вернутся как дуэт со вторым мини-альбомом Till 26 мая. О, я записываю это 28-го, они уже вернулись. Но ничего. Красивые картинки не устаревают, как и красота Сельги. Так что фотограф молодец, модель прекрасна. И если клип вышел, то прореагирую как только так сразу. Двигаемся дальше. Далее у нас G-Dragon представляет кое-что лимитированное, еще в коллаборации с одним брендом, давайте подробней. G-Dragon в партнерстве со своим агентством Galaxy Corporation и компанией по производству напитков Буру-Гуру или Буригури подписал новый рекламный контракт и готовится к запуску второго продукта в коллаборации со своим модным брендом Peace-One Red Highball, который выйдет 27 мая, то есть уже вышел. После оглушительного успеха оригинального Peace-One Highball, разошедшегося тиражом более 5 миллионов банок всего за 3 недели, Буригури объявили: в честь первого в истории Кореи Дня аэрокосмической промышленности, который состоится 27 мая в соответствии с нашей космической тематикой вселенной, мы выпускаем Peace-One Red Highball. Новый Red Highball — это первый в Корее хайбол на основе свежих фруктов и красного вина. Не пейте алкоголь, он вредит вашему здоровью. С насыщенным рубиновым оттенком и усиленным тонинами красного вина напиток создан, чтобы подчеркнуть натуральный аромат фруктов, предлагая структурно утонченный и ароматный опыт. В отличие от оригинального напитка, Red Highball будет доступен только в течение ограниченного периода времени, 88 дней и в определенных локациях по всей стране, что добавляет выпуску элемент эксклюзивности. Первым магазином, где появилась новинка, станет филиал CU в Олимпийском парке, где продажи стартуют 27 мая, а сам магазин будет полностью оформлен в стиле космической станции. В день открытия будет предложено только 8888 банок. Также планируется запуск дополнительных магазинов тематики космической станции по всей стране, расширяя воображаемую вселенную бренда. Ну, отличный на самом деле способ прорекламировать продукт, сделать лимитированную партию. По-моему, отличная идея. Ну, вроде G-Dragon в бизнесе разбирается, не первый день в индустрии. Не знаю уж, каков на вкус этот напиток, но если он содержит алкоголь, боюсь, я бы воздержался. А так, успехов и двигаемся дальше. Хорошая новость про Феликса. Он снимается для рекламы одного бренда. Какого? Давайте подробней. Феликс из Stray Kids опубликовал в своем аккаунте в социальной сети эксклюзивное фото со съемок новой рекламной кампании Samsung, посвященной ультратонкому смартфону Galaxy S25H. Пост, появившийся 27 мая, моментально привлек внимание поклонников. На кадре Феликс предстал в костюме, подчеркивающем строгость линий нового устройства. Его светлые волосы, зачесанные назад, создавали контраст с темным фоном, а неоновые блики, отражающиеся в глазах, добавляли образу футуристичности. Феликс, известный своим глубоким голосом и харизматичной подачей, гармонично вписался в концепцию Beyond Slim, за пределами тонкости, став олицетворением сочетания технологичности и эстетики бренда. Феликс сопроводил публикацию подписью на английском языке. Ну, сразу перевожу. Представьте, актерская игра, неважно, в любом случае, и улыбка перевернутая. Вот что пишут люди. Да, пожалуйста, актер Феликс когда? Это очень круто! Ты превращаешь технологии в искусство. Что? Актерская игра? Когда? Я посмотрю все, в чем ты снимешься. Актер Феликс, я готова на это посмотреть. Ты выглядишь потрясающе. Феликс стал лицом успеха Samsung в Южной Корее. Бренд уверенно закрепляется в сердцах поклонников кей-поп, сделал ставку на яркую звезду сцены. Компания выбрала его новым амбассадором, стремясь еще глубже интегрироваться в культуру молодежного фэндома, где технологии и стиль идут рука об руку.
Ну а дальше идет интеграция Samsung, они мне не платили, я пользуюсь не Samsung, да, вот так вот. Если бы заплатили, сказал бы, что лучший в мире телефон. А так, все телефоны на андроиде плюс-минус одинаковые, отличаются только оболочки. А вот Felix такой у нас один. Хорош. И поздравляем с коллаборацией. Думаю, деньгов ему эта компания занесла немерено. Можно будет и на здоровье потратить. Двигаемся дальше. А далее у нас Джан Хао из Zero Base One, давайте подробнее. Джан Хао из Zero Base One был объявлен новым амбассадором китайского бренда косметики FreeCE. 3CE, если латинскими буквами дословно читать. Наряду с этим объявлением FreeCE представили фотосессию с участием Джан Хао. Будучи стабильно развивающимся брендом на местном и международных рынках, FreeCE надеется набрать еще больше оборотов на китайском рынке с помощью участника Zero Base One. FreeCE хвалит Айдола за то, что он обладает аурой главного героя, а также за его впечатляющие вокальные и танцевальные способности, и выражает уверенность в том, что он хорошо подходит для их бренда, чтобы возглавить новую волну трендов. А то, что он из вашей страны, это тоже подходит. Что-то вы это не озвучиваете. Джан Хао по-прежнему пользуется популярностью среди брендов, демонстрируя свое растущее влияние как участник Zero Base One, одной из самых популярных кей-поп групп пятого поколения. Вот на самом деле такая небольшая новость, но опять же Джан Хао поздравляем, исключительно только положительные эмоции от этого можно испытать. Артист, который кладет свою жизнь на алтарь искусства, хотя бы деньги зарабатывает на том, что рекламирует что-то помимо своей группы. Так что успехов ему, не знаю про бренд этой косметики, может она хорошая, может быть это была бы лучшая косметика, которую бы смог попробовать в жизни, может у них есть крем, который кожу там омолаживает или наоборот делает ее более подтянутой, не знаю. За это не ручаюсь. А вот за Джан Хао, да, умеет, может, молодец. Двигаемся дальше. Далее у нас два участника Enhypen украсили обложку журнала, давайте подробней. Джейк и Сон Хун из Enhypen привлекают внимание элегантными образами на обложке июньского номера Esquire Korea, передавая эмоциональное очарование Нью-Йорка. Надеюсь, не то, где бомжи на Таймс-сквер стоят и просят деньги. Недавно в официальных социальных сетях журнала Esquire появилась информация о том, что дуэт позировал для фотосессии в сотрудничестве с люксовым ювелирным брендом Tiffany & Co. На фонах Нью-Йорка Джейк и Сон Хун излучают поэтическую и теплую атмосферу, которая идеально соответствует вечному очарованию города. В рамках проекта Friends of the House Tiffany & Co. участники группы подчеркнули красоту ювелирных изделий бренда с помощью сдержанных выражений лиц и непринужденных грациозных поз. Наряду с фотосессией два айдола рассказали в интервью о своей страсти к сцене. Сон Хун поделился: «Мы постоянно учимся и растем через выступления и наш мировой тур», добавив: «Прямо перед выходом на сцену больше всего меня волнуют и восхищают аплодисменты от Энджи». Джейк также выразил свое волнение по поводу предстоящего фестиваля WeVerseCon 2025, запланированного на 31 мая, сказав: «Мы готовимся к тому, чтобы каждый, кто его посетит, стал поклонником Enhypen. Это наша цель. Будьте осторожны, вас могут попытаться обратить в веру группы Enhypen, но может вы и не против». Полное интервью будет доступно как только так сразу. Тем временем Enhypen собираются выпустить 6-й мини-альбом 5 июня, будет называться Desire Unleash. Выйдет в 13:00 по корейскому времени. Опять же, фотографии хороши, что влезло, показал. Ну, группа тоже интересная. Следил за их появлением в рамках шоу на выживание. На Бусти есть, если что, записи, подтверждение этому, можете проверить. А парням всего хорошего и двигаемся дальше. Теперь группа Enhypen целиком, и они сотрудничают со спортивной организацией. К сути, на этот раз принцы Enhypen на баскетбольной площадке. Enhypen были выбраны в рамках кампании Friends of the NBA, друзья НБА, чтобы представлять баскетбольную лигу в Азиатско-Тихоокеанском регионе. NBA — это национальная баскетбольная ассоциация, и дальше вы можете об этом узнать больше, если захотите. Сами. Friends of the NBA — это программа, в рамках которой NBA сотрудничает с баскетболистами лиги, известными личностями и инфлюенсерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Программа, в рамках которой были выбраны участники Enhypen, является примером того, как лига соединяет спорт и поп-культуру, чтобы стать ближе к молодому поколению болельщиков по всему миру. В преддверии финала NBA, который стартует на следующей неделе 5 июня по восточному времени США, Enhypen примут участие в серии рекламных кампаний, которые будут запущены в Южной Корее, Японии и других странах. Цитата: «Мы рады начать сотрудничество с NBA», говорится в заявлении Enhypen, распространенном через агентство. «С нетерпением ждем возможности создавать уникальные впечатления вместе с фанатами NBA по всему миру, новыми и захватывающими способами не только со сцены». Теми Эно или Теми Эно, в общем, правильное ударение можете написать в комментариях, сказал следующий: Enhypen — одна из самых популярных кей-поп групп в мире, и мы с нетерпением ждем более тесного сотрудничества с этими талантливыми артистами, которые разделяют любовь к баскетболу и NBA. Кей-поп остается важной частью современной музыки и культуры, и мы рады объединить усилия с Enhypen, чтобы создать яркий синтез спорта и развлечений, который найдет отклик у множества наших фанатов по всему миру. Ну что ж, прекрасная фотосессия, отличная коллаборация, спорт — это здорово, группе Enhypen всего хорошего, и двигаемся дальше.
Seventeen провели бесплатный концерт в необычном месте, давайте подробнее. Seventeen отпраздновали свою 10-ю годовщину дебюта легендарным концертом на знаменитом мосту Джамсу в Сеуле, став первой кей-поп-группой, когда-либо выступавшей в уникальном месте на реке Хан. Группа из 13 участников вышла на сцену 25 мая для заключительного мероприятия своего трехдневного празднования Big Day Party Burst Stage, превратив исторический мост Джамсу в захватывающую концертную площадку. Концерт, длившийся более часа и собравший около 6000 зрителей, также транслировался на светодиодных экранах по всему парку Ханган. Атмосферу дополнили закатное небо, прохладный бриз и ослепительная пиротехника, надеюсь, никто не ослеп. Это приурочено к ежегодному 8-недельному фестивалю без автомобилей, который проводится в районе моста Джамсу в Банподоне и каждое воскресенье превращается в зону, доступную только для пешеходов. Он завершится 22 июня этого года. Несмотря на задержку примерно на 30 минут из-за проблем с контролем толпы на масштабном мероприятии под открытым небом, само выступление стало, по словам фанатов, одним из самых незабываемых выступлений Seventeen. 10-я годовщина Seventeen завершится выпуском их 5-го полноформатного альбома Happy Birthday 26 мая уже, то есть он вышел в 18:00 по корейскому времени. Альбом включает в себя заглавный трек Thunder, посвященный фанатам, гимн HBD, спродюсированную Фарлом Уильямсом Bad Influence и сольные песни каждого из 13 участников. Данный релиз станет новой главой в их музыкальной карьере. Ну что ж, прекрасно, поздравляю их с тех, что они стали первыми, кто смог, успехов, отличный коллектив и двигаемся дальше. И продолжение предыдущей новости достаточно милое и приятное, давайте подробней. Фэндом Seventeen получил похвалу за порядок, который они навели после концерта на открытой площадке. На одном из онлайн-форумов пользователи обсуждали, как Фэндом Seventeen повел себя во время концерта, посвященного возвращению группы. Мероприятие прошло на мосту Джамсу и стало первым в своем роде, проведенным в этом месте. Во время концерта фанаты сидели на пластиковых стульях, однако когда фанатов попросили покинуть площадку, используя два узких прохода посередине, многие из них начали складывать стулья друг на друга, чтобы освободить больше пространства и обеспечить безопасный и удобный выход. Благодаря этому людям стало проще выходить, и это сократило время, которое им потребовалось для того, чтобы покинуть площадку. Фанаты получили похвалу за проявленную инициативу, порядок и заботу друг о друге. Пользователи сети с юмором назвали Карат примерными гражданами за их вежливость и ответственность. Ну и дальше много комментариев, где хвалят за порядок, организованность и то, что вот сложились стулья. Ну, такое вот милое продолжение истории, это здорово, это лучше, чем если бы они намусорили, все раскидали и бросили бы вообще стулья в реку Хан. Хотя можно было придумать любую альтернативу, что могло быть хуже. Например, если бы они кидались стульями в группу Seventeen, но это была бы совсем другая история. В общем, правильное поведение абсолютно для нормальных людей, которые приходят на культурные мероприятия. И двигаемся дальше. И вишенкой на торте концертных новостей у нас стали девушки из Blackpink, давайте подробней. Blackpink объявили даты остановки азиатского этапа своего предстоящего тура Deadline, который знаменует еще одно масштабное мировое путешествие кей-поп группы. В дополнение к ранее раскрытым остановкам в Южной Корее, США и Европе, они также посетят 6 городов Азии. По данным агентства YG Entertainment, от 27 мая женская группа выступит в следующих городах Азии: Гаосюн, Тайвань 18-19 октября, Бангкок, Таиланд 24-26 октября, Джакарта, Индонезия 1-2 ноября, Булакан, Филиппины 22-23 ноября, Сингапур 29-30 ноября, Гонконг 24-25 января 2026 года. Таким образом, Blackpink собираются встретиться с фанатами в общей сложности в 16 городах, суммарно дав 31 концерт по всему миру. Ранее группа уже анонсировала выступления в 10 крупных городах мира, включая Коян 5-6 июля, Лос-Анджелес, Чикаго, Торонто, Нью-Йорк, Париж, Милан, Барселону, Лондон и Токио на площадках стадионного масштаба. Этот новый тур следует за огромным успехом их предыдущего мирового тура Born Pink, который привлек рекордные 1,8 миллиона посетителей, что сделало его самым успешным туром женской кей-поп группы на сегодняшний день. YG Entertainment прокомментировали: как следует из названия Deadline, артисты и персонал работают с максимальной сосредоточенностью, чтобы обеспечить незабываемый пиковый момент в истории концерта Blackpink. В дополнение к туру Blackpink также собираются выпустить новую музыку. Это будет первая работа после Born Pink от 2022 года. Что ж, ждем. Если вдруг кто-то попадет на их концерты, ну вдруг такое случится, и вы меня еще и смотрите, в Telegram смело под любой пост скидывать фотографии с концертов, это не запрещено. Это можно. Так что девушкам всего хорошего и двигаемся дальше. Рубрику с рекордами, победами и достижениями у нас открывает Jin из BTS. Давайте подробней. Jin из BTS дебютировал сольно в официальном альбомном чарте Великобритании 23 мая. По местному времени Official Charts объявили, что новый сольный мини-альбом Джина Эхо дебютировал на 63-м месте в официальном чарте альбомов.
Хотя Джин ранее уже входил в официальный чарт синглов, Эхо знаменует его первое попадание в официальный чарт альбома в качестве сольного исполнителя. Тем временем его новый заглавный трек Don't Say You Love Me вошел в официальный чарт синглов на 58-м месте на этой неделе. Более того, трек дебютировал на первом месте в официальном чарте продаж синглов, официальном чарте загрузок синглов и официальном чарте физических синглов. Поздравляем Джина с этим прекрасным достижением, счастья ему, здоровья, успехов и всех благ. Как обычно, это не конец ролика, ни в коем случае никуда не уходите, это ж бумажка, на которой написано, это не конец видео. Ну а вы же знаете, что такое пропускать нельзя. Список прекрасных и уважаемых дам и господам на экране. Бустер, спасибо, дамы и господа, товарищи, друзья, друзья, спонсоры, донатеры. Благодаря вам все это выходит, продолжает и будет выходить, за что вам, конечно, большое, безумное нечеловеческое спасибо, потому что людского во мне после чтения комментариев недавнего уже ничего не осталось. Ладно, это шутка, в которой есть доля правды. Далее, Бусти. Ранний доступ, дополнительный контент и многое другое ждет вас там. Пора ходить, смотреть, изучайте, присоединяйтесь к клубу элитных, прекрасных, великолепных людей, которые имеют ранний доступ. Я отвечаю на все их сообщения, комментарии. И вообще у нас там уютная атмосфера экстремальной адекватности. Такой, знаете, семейный круг прям получается. Да. Я горжусь этим. Круто. И если подпишетесь, вообще будет прекрасно, тогда новости будут спокойно продолжать выходить в таком же виде, основываясь только на наиболее достоверных источниках, которые доступны в наше безумное время. Другие каналы, которые тоже веду в одно лицо: МП, Тьюб, это у нас реакции, марафоны, комментарии к музыкальным, опять же, произведениям различных кей-поп артистов и не только, без ора, криков, выпущенных глаз и попыток заигрывания с аудиторией, говоря то, что они хотят услышать. Нет, говорю то, что чувствую и то, что слышу в плане технических характеристик. Такого контента достаточно мало, помогите ему обрести больше просмотров, спасибо. МП Entertainment, моя музыка, личного производства, продюсирования и так далее. Вот вышел новый трек, поднимая напряжение. Слушайте его на репите, великолепно в такое короткое произведение уложить так много смысла, это я молодец, хорошо постарался. Если хотите оспорить, сначала послушайте, потом скажите, где там не было смысла. Как забайтил. Вот, и Telegram, чтобы не теряться. Новости продолжаются, двигаемся дальше. Seventeen возглавляют чарты. Давайте подробней. Seventeen возглавили международные музыкальные чарты со своим новым альбомом 26 мая в 18:00 по корейскому времени. Мужская группа совершила долгожданное возвращение с новым альбомом Happy Birthday и титульным треком Thunder. По данным Hanteo Chart, новый альбом разошелся впечатляющим тиражом в 2 269 401 копию только за первый день продаж. Happy Birthday не только достиг самых высоких продаж за первый день среди всех альбомов, выпущенных в 2025 году, но и стал первым альбомом этого года, который превзошел 2 миллиона продаж за первую неделю после релиза. Тем временем новый заглавный трек Seventeen Thunder дебютировал на 7-м месте в чарте Melon Top 100. И после неуклонного подъема в чарте достиг первого места в полночь по корейскому времени. Включая Thunder, 6 песен из Happy Birthday вошли в топ-10, в то время как все сольные треки участников из альбома сумели попасть в топ-30. Happy Birthday также занял первое место в чарте iTunes Top Albums по меньшей мере в 15 регионах по всему миру, в то время как трек Thunder достиг первого места в чарте iTunes Top Songs как минимум в 13 различных регионах. Кроме того, Happy Birthday возглавил как чарт альбомов Top 100 Line Music в Японии, так и ежедневный чарт самых продаваемых цифровых альбомов QQ Music в Китае. Поздравляем прекрасных парней с этим достижением. То они концерт на мосту дают, то вот в iTunes выбивается, ну что же за прекрасная группа. Кстати, марафон по ним на канале MPTube, моем втором, тоже прилагается, посмотрел все актуальные МБшки на тот момент, так что можете ознакомиться после этого выпуска. И двигаемся дальше. Бихён из Экса не перестает удивлять и достиг самых высоких продаж среди сольных артистов. Давайте подробней. Бихён из Экса показывает замечательные результаты со своим недавним камбэком. На прошлой неделе Idol вернулся с долгожданным новым альбомом Essence of Reverie. Менее чем через 3 дня после релиза мини-альбом уже превысил 1 миллион продаж, что сделало его вторым сольным альбомом Бихёна, проданным тиражом более миллиона копий за первую неделю. Согласно последним данным Hanteo Chart, продажи нового альбома Essence of Reverie за первую неделю после релиза с 19 по 25 мая составили в общей сложности 1 066 905 копий. Это стало самым высоким показателем продаж за первую неделю среди всех сольных альбомов, выпущенных в 2025 году на момент публикации новости. Что ж, поздравляем прекрасного артиста с прекрасным достижением. Ну, как я говорил, в Экса дураков не держит. Вот, пожалуйста, профессионал высокого уровня достиг. И двигаемся дальше. А далее у нас группа Rise, и у них высокие недельные продажи. Насколько высокие, узнать через пару секунд. Rise продолжает демонстрировать рост со своим последним релизом. На прошлой неделе мужская группа совершила долгожданное возвращение с первым полноформатным альбомом Odyssey и жизнерадостным заглавным треком Fly Up. Согласно данным, представленным Hanteo Chart, альбом Odyssey был продан впечатляющим тиражом в 1 797 267 копий за первую неделю после своего релиза с 19 по 25 мая.
Это стало самым высоким показателем продаж за первую неделю в Хантео среди всех альбомов, выпущенных в 2025 году. Помимо достижения самых высоких недель продаж 2025 года, Odyssey также легко побил предыдущий рекорд Rise по продажам за первую неделю в 1 255 015 копий, установленных первым мини-альбомом Rising в прошлом году. Поздравляем пацанов, пацаны вообще ребята, успехов им. Всех благ, двигаемся дальше. А далее у нас J-Hope, BTS, Jimin, Stray Kids, ENHYPEN и многие другие. Это Billboard World Albums, давайте подробней. Billboard опубликовали свой чарт World Albums за неделю, закончившийся 24 мая. Новый мини-альбом P1 Harmony, да, дебютировал на первом месте в чарте World Albums этой недели, а также вошел в Billboard 200 на 23 строчке. Стольный альбом J-Hope из BTS 2024 года Hope on the Street Volume 1 снова вошел в чарт World Albums на 4 месте после недавнего релиза на виниле. Специальный альбом Stray Kids Hope обосновался на 5-м месте на 22-й неделе подряд в чарте, в то время как их предыдущий мини-альбом Eight расположился на 15-м месте на 43-й неделе. Альбом BTS 2022 года Proof занял 6-е место на 153-й неделе в чарте, в то время как их альбом 2020 года Map of the Soul 7 снова вошел в чарт под номером 20, отметив свою 146-ю непоследовательную неделю в чарте. Между тем, Romance Untold группы ENHYPEN расположился на 8-й строчке на 44-й неделе в чарте. Hot Le Sserafim занял 9-е место на 9-й неделе в чарте, а их предыдущий мини-альбом Crazy остался на 24-м месте на 36-й неделе. Стойный альбом Jimin из BTS Muse занял 10-е место на 43-й неделе в чарте, за ним следует Blue Paradise, Zero Base One на 12-м месте на 6-й неделе, Get Up New Jeans на 19-м месте на 88-й неделе. Наконец, новый мини-альбом Meow My Eyes Open Wide дебютировал на 21-й строчке в чарте на этой неделе. Всех поздравляем, успехов, счастья, здоровья, вечной молодости и двигаемся дальше. Интересно, значится, топ к нам подъехал. Самые просматриваемые кей-поп клипы в формате топ-5. Давайте подробней. И пройдемся сразу с 5-го к 1-му месту без лишних прелюдий. 5-е место Solo Jenny, 1 миллиард просмотров. 4-е место Lisa Money, 1,1 миллиарда просмотров. 3-е место АПТ Розе Бруно Марс, 1,62 миллиарда просмотров. 2-е место Psy Gentleman, 1,68 миллиарда просмотров. И на первом месте, без изменений, все еще король кей-поп клипов Psy, Gangnam Style, а вы чего ожидали, 5,5 миллиарда просмотров. И сколько уже прошло лет? 12-го года? 13 лет. Не может никто и рекорд его побить. В общем, такой вот топ-5. Всех поздравляем и двигаемся дальше. Корейский институт бизнес-исследований торжественно представляет рейтинг репутации певцов за май, и погнали с 30-го места. 30-е место Le Sserafim, 29-е Биби, 28-е 50-50, 27-е Пэк Джи Йон, 26-е Юнха, 25-е Чон Дон Вон, 24-е Кики, 23-е Чан Юн Джон, 22-е Итси, 21-е Highlight, 20-е Oh My Girl, 19-е Хван Карам, 18-е Зозас, 17-й Йонтак, 16-й EXO, 15-й Red Velvet, 14-й Twice, 13-й Saif, 12-й Idol, 11-й Ka The Garden, 10-й TWS, 9-й Seventeen, 8-й Lee Chan-won, 7-й Aespa, 6-й Day6, 5-й Big Bang, 4-й IVE, 3-й Blackpink, 2-й BTS и 1-й Lim Yeon-un. Всех поздравляем, успехов и двигаемся дальше. И снова Jin из BTS и вновь рекорды, давайте подробней. Jin из BTS впервые вошел в топ-3 американского чарта Billboard 200. 25 мая по местному времени Billboard объявили в предварительной статье, что новый сольный альбом Джина Эхо дебютировал на 3-м месте в чарте Top 200 Albums, что стало его наивысшим рейтингом как сольного исполнителя. Это второе попадание Джина в Billboard 200 после его первого сольного альбома Happy, который дебютировал на 4-м месте в ноябре прошлого года. По данным Illuminate, Эхо набрал в общей сложности 43 тысячи эквивалентных альбомных единиц за неделю, закончившуюся 22 мая. Общий балл альбома состоит из 35 тысяч традиционных альбомных продаж, что сделало его вторым самым продаваемым альбомом недели в США, и 6 тысяч стриминговых эквивалентных альбомных единиц, что соответствует 8,92 миллионам аудиопотоков по запросу в течение недели. Альбом также собрал 2000 трековых эквивалентных альбомных единиц за первую неделю. Альбом Эхо отражает, как разные моменты в жизни резонируют словно уникальные виды эхо. Джин делится различными эмоциями и историями со своей точки зрения, трогая сердца слушателей по всему миру. Всего в альбоме 7 треков, он охватывает широкий спектр жанров, включая поп-панк, кантри-рок, брит-рок, джей-рок, альтернативный рок и поп-балладу. Между тем, Джин также готовится встретиться с международными поклонниками. Он начнет свой первый сольный фан-концертный тур Run Sok Jin EP Tour 28-29 июня на вспомогательном стадионе Guyan Sports Complex в Ильсан-Со-Гу. Затем он отправится в 9 городов, включая Чибу, Осаку, Анахайм, Даллас, Тампу, Нью-Йорк, Лондон и Амстердам, где даст в общей сложности 18 концертов. Поздравляем прекрасного артиста, старшего в BTS, но при этом успехов у него. Мое уважение. Двигаемся дальше.
А далее у нас верховный главнокомандующий группы BTS, у которого тоже достижения, давайте подробней. RM из BTS забрал 4 награды на престижной премии Shark Music Video Awards со своим клипом Lost и с клипом Never Play, что стало еще одной важной вехой в его творческом пути. Согласно официальному сайту премии, музыкальное видео Lost было признано лучшим в 3 категориях на церемонии, прошедшей 22 мая в Лондоне. Лучшее музыкальное видео, лучшее R&B Soul видео и лучшее направление. В этом визуально впечатляющем видео RM перемещается по сюрреалистичному лабиринту мыслей, воплощенному в жизнь с помощью игривого направления и искусно искаженных пропорций и дизайна декораций. Кроме того, клип на песню Never Play американской исполнительницы Меган Ти Стеллион, в записи которого принял участие RM, получил награду «Лучшая анимация», что подчеркнуло его присутствие в других релизах. В этом году на 63-й церемонии вручения премии Shark Awards отмечаются выдающиеся творческие достижения в различных областях, включая рекламу, дизайн, короткометражные фильмы и музыкальные клипы. Премия стала известна тем, что выделяет художников и режиссеров, расширяющих границы визуального повествования. Между тем, клип на песню Lost уже получил международное признание, ранее завоевав 4 награды, в том числе за режиссуру на Cyclops Festival в Германии. Оно также было отмечено другими крупными наградами, в том числе на премиях UK Music Video Awards и British Arrow Awards. Поздравляем Рэма с этим прекрасным достижением, счастья, здоровья, успехов, хорошей службы и скорейшего возвращения домой. Да, фактически осталось 2 недели буквально. И двигаемся дальше. А у Рэма из BTS еще одно достижение, он признан любимым артистом, где кого чего, давайте подробней. Лидер суперпопулярной группы BTS RM получил награду на церемонии American Music Awards 2025 года, одной из 3 крупнейших музыкальных премий США. Категория Favorite K-Pop Artist была впервые представлена в 2022 году, тогда премию также получила группа BTS. В этом году Розе из Blackpink была номинирована на Collaboration of the Year за трек APT с мировым поп-идолом Бруно Марсом. Однако награда досталась дуэту Бруно Марса и Леди Гаги за песню Die With A Smile. Сменил сторону, выбрал другую девушку. Ну ладно, просто совпадение. Главной триумфаторкой церемонии стала Билли Айлиш, забрав 7 наград, включая артист года, альбом года и песни года с альбома Hit Me Hot and Soft. American Music Awards И вот такое вот прекрасное достижение у Ким Намджуна, с чем мы его, конечно, и поздравляем, скорейшего возвращения домой и двигаемся дальше. Далее у нас снова Джин из BTS, и его улыбка покоряет людей, давайте подробней. Джин из BTS официально присоединился к челленджу Ким Сон Хо, и фанаты в восторге. Вирусный тренд начался благодаря сцене из популярной дорамы «Когда жизнь преподносит мандарины» с Пак Бо Гомом и Аю, которая привлекла внимание зрителей по всему миру. В этой сцене Ким Сон Хо, появившийся в качестве камео в роли возлюбленного дочери Эсун Янг Им Йон, ее и тоже играет Аю, слегка улыбается перед тем, как пройти к алтарю. Сцена быстро разлетелась по сети, вдохновив фанатов и знаменитостей повторить ту же самую знаковую улыбку. В челлендже уже приняли участие Ариана Гранде и Чэнь Джей Юань, а теперь... Интерес подогрела и обаятельная версия Джина. После его участия фанаты задаются одним вопросом: когда же Джин наконец дебютирует в качестве актера? Действие «Когда жизнь преподносит мандарины» происходит на живописном острове Чеджу, и сериал уже стал глобальным хитом, а теперь благодаря Джину запущенный им тренд не думает останавливаться. В закулисном ролике со съемок промо для Эхо, его недавно вышедшего 2-го альбома, Джину создает теперь уже легендарную улыбку Ким Сон Хо из дорамы. Пусть момент оказался коротким, но этого хватило, чтобы вызвать ажиотаж. Фанаты не могут сдержать свои комментарии восторга, их так много, что просто все в восторге. Ну и тем не менее, Джин продолжает продвигаться с альбомом Эхо, и скоро у него концерты буквально в следующем месяце. Так что, смог повторить или нет, пишите в комментариях, может вы тоже пытались повторить эту улыбку, кто знает. Я тут в челленджах особо не могу участвовать, потому что времени ни на что не хватает. Но Джину всего хорошего и двигаемся дальше. К сожалению, ничто не длится вечно, и Джин решил, что хватит, пора заканчивать. Что именно, давайте подробней. Джин из BTS официально завершил свой сольно-развлекательный проект Run Jin выпуском 36-й серии, которая вышла в эфир 27 мая. Ну да, драматичное интро оказалось просто подводкой к тому, что шоу завершается. Шоу было создано как искренний подарок для фанатов и демонстрировало готовность Джина сделать все и даже больше ради армии. На протяжении шоу Джин выполнял самые разные задания, от восхождения на гору Халасан, тренировок с береговой охраны до посещения домов с привидениями, занятий гимнастикой, фехтованием и даже исполнения трюков в стиле боевиков. Его впечатляющая физическая форма и энергия принесли ему прозвище, цитата, «спортивный талант, похищенный кей-поп». Через агентство Big Hit Music Джин поделился своими мыслями о завершении проекта. После увольнения из армии я долго думал о том, как можно скорее вновь предстать перед фанатами. Так и родился этот проект. Были и тяжелые моменты, но я также открыл для себя стороны, о которых раньше не знал, и это стоило всех усилий. Он добавил: «Я благодарен гостям, съемочной команде и прежде всего армии, которые поддерживали шоу Run Jin и позволили ему продержаться так долго. Благодаря вашей любви съемки всегда были в радость». Джей Хоуп также появился в последнем эпизоде. Спойлеры, я же на Бусти смотрю это сейчас под запись. Ну ладно.
И сказал следующее: Хён всегда в первую очередь думает о фанатах. Даже в трудные моменты он выкладывается полностью и с легкостью адаптируется к незнакомым условиям. Это и есть Джин Хён. Ты молодец, я тебя люблю. Ну, в общем, шоу закончилось, но это потому, что у Джина скоро концерт, и, видимо, загружаться больше нет возможности развлекательными программами, надо их потихоньку закрывать. С другой стороны, я уже посмотрел, сейчас скажу, 6 эпизодов, шоу веселое, легко смотрится. На Бусти все время от времени выходит, там у нас сейчас сетка вещания раздроблена, но кому интересно, мои комментарии к шоу есть на Бусти. А так, Джину всего хорошего, двигаемся дальше. Не хочет нас Джин оставлять, у него еще одно достижение, еще один рекорд, и давайте подробней. Новая песня Джин из BTS взлетела на вершину глобального чарта Spotify, крупнейшей платформы потоковой передачи музыки. Согласно данным Spotify, 27 мая заглавный трек Don't Say You Love Me из второго мини-альбома Idol Echo занял первую строчку в чарте Daily Top Songs Global за 25 мая. Выпущенная 16 числа песня Don't Say You Love Me значительно дебютировала на 9 месте в чарте и постепенно поднималась на первое место. Трек также оставил свой след в чартах Великобритании, о чем была новость раньше. Джин установил личный рекорд с новым альбомом Echo, заняв третье место в американском Billboard 200 за неделю, которая заканчивается 31 мая. Мини-альбом также дебютировал в британском Official Album Chart Top 100 под номер 63, и у него скоро тур, об этом тоже рассказывал. В общем, поздравляем артиста, здорово, что альбом так зашел. Я, к сожалению, пока так и не успел послушать, надо найти эти полчаса и все-таки ознакомиться, раз там так много рока обещали и кантри. В любом случае, двигаемся дальше. BTS скоро возвращаются из армии, я думаю, это большинство и так уже знает. И на фоне этого индустрия, фанаты и многие другие ждут и делятся своими мыслями. Давайте подробней. Все участники BTS завершат военную службу к концу июня. Это означает, что их долгожданное возвращение к поклонникам с новой музыкой уже не за горами. Камбэка ребят с нетерпением ждут не только в кей-поп индустрии, но во всем мире. Участники Джин и Джей Хоуп уже завершили военную службу, RM вернутся 10 июня, Чонгук и Чимин 11 июня, а Шуга 21. Во время вынужденного перерыва в деятельности участники продолжали поддерживать связь с фанатами и даже выпускали сольные проекты. Например, сингл Чимина Who, записанный им во время службы, провел 33 недели в Billboard Hot 100, установив тем самым новый рекорд для кей-поп, а песня RM Lost получила признание на международных фестивалях, включая Shark Music Video Awards и Cyclope Festival. Последний на данный момент альбом BTS вышел в 2022 году, а их последний перед армией совместный концерт состоялся в Пусане в октябре того же года. Хайп, управляющая компания группы, неоднократно заявляла, что возвращение BTS к выступлениям состоится, как только все участники завершат службу, а в настоящее время ведется интенсивная подготовка к их возвращению. Большинство экспертов индустрии уверены, что немедленное возвращение группы после воссоединения участников крайне маловероятно, ведь для создания музыки и организации выступлений, которые оправдают ожидания фанатов со всего мира, потребуется время. К чему я как раз хотел подвести в конце в выводах, но почему бы тут не вставить? Альбом ждать раньше января-февраля следующего года вообще не стоит. Экстремально фантастический вариант — это ноябрь-декабрь этого года, но я даже не знаю, что должно произойти. Все опять поубивают себя на студии и будут никакими, поэтому лучше не надеяться на этот год, только если на концерте. Гендиректор Hype Пак Дживон сообщил на мартовском собрании акционеров, что компания уже сотрудничает с известными композиторами, а группа обсуждает свои совместные планы на будущее. Он отметил, что любое написание музыки, запись песен, планирование гастролей требует тщательного планирования, особенно когда речь идет о знаменитой группе уровня BTS. Учитывая все этапы подготовки, камбэк группы в полном составе следует ожидать, вероятнее всего, не раньше конца этого года. О чем я как раз и говорил. Участник Джин, например, в следующем месяце начинает сольный тур по Южной Корее, Японии, США, Великобритании и Нидерландам, что подтверждает, что в обозримой перспективе концертов группы BTS в полном составе ждать пока не приходится. В свою очередь, лидер группы RM недавно писал фанатам на Weverse: «Я хочу поделиться с вами многим, и музыкой, и словами». А Чимин добавил: «Я устрою для вас лучшее выступление в благодарность за ваши ожидания». Стоит напомнить, что в настоящее время всем участникам, кроме самого молодого Чонгука, уже исполнилось 30 лет. После возвращения из армии BTS вступит в новый этап своей карьеры, и фанаты с нетерпением ждут того, чтобы встретиться с любимыми исполнителями вновь. Эксперты уверены, что упрочнившиеся сольные карьеры участников помогли им вырасти как музыкантам и подготовили почву для мощного камбэка группы в полном составе. Так, Ли Джи Йон, профессор Университета иностранных языков Кангук, отмечает, цитата: «После успехов в сольных проектах участники группы вернутся к музыке с новыми силами. Их опыт, включая службу в армии, добавит глубины их творчеству. Многие армии надеются, что возвращение BTS оживит кей-поп-индустрию, которая, как считается, несколько замедлила свое развитие после бурного роста популярности во время пандемии коронавируса». Так, по словам журналиста Ким Джин У из Circle Chat, продажи кей-поп-альбомов упали на 17,7%, а цифровые трансляции на 7,6% по сравнению с предыдущим годом. Чхвек Ван Ко
Генсек Корейской ассоциации музыкального контента добавил, цитата, «BTS лучшие исполнители, их сольные проекты также успешны. Их возвращение ожидается с нетерпением и может стать катализатором для кей-поп, особенно после столь сложного года, сопровождающегося экономическими трудностями». Ну, в общем, прогнозы аккуратные, но достаточно оптимистичные. Подкину еще немножко вам темы для размышления, учитывая, что каждый из артистов теперь стал самостоятельной творческой единицей и может спокойно сам там выступать и так далее. Вот если они соберутся, может быть два варианта. Либо все будет хорошо, как и большинство планирует и предполагает, ну, либо могут возникнуть вопросы, потому что теперь каждый, собственно, полноценный самостоятельный артист, и у каждого свое видение, и они могут уже не пересекаться как раньше. Но это так, чисто вот гипотетические рассуждения. Конечно же, будем верить в лучшее, но просто такую возможность нельзя исключать, что люди повзрослели, изменились, и, поработав сольно, тоже обрели другой опыт, который изменил их самих. Ну, нас все меняет в этой жизни. Поэтому будет интересно посмотреть, что же получится. Но, как я уже говорил, как говорил вам статья, да и аналитики и так далее, ну, конец года — это самый оптимистичный, когда выйдет альбом. Может быть, сингл и какой-нибудь и выйдет, да, но не более. А концерты вообще, наверное, с осени в лучшем случае начнутся, потому что тут у Джина тур и так далее. Кто знает. Может быть, на самом деле альбом уже записан. У меня инсайдерской информации, к сожалению или к счастью, нет. В любом случае, ждем возвращения парней, крепкого им здоровья и прочих благ. Такой у нас сегодня был выпуск. Может быть, будет сцена после титров, может быть, нет. Смотрите в первый раз? Так подпишитесь, будьте ж вы людьми. А если давно без подписки, что же вы так неуважительно относитесь к адекватным новостям, которые выходят в первозданном виде, как есть, так и рассказываю? А ну быстро подписывайтесь, для кого стараюсь. Я подожду, подождите, давайте, да. Я смотрю. Ну, кто-то один точно подписался, так что можно продолжать. В общем, как обычно, с вами был Максим. Я не говорю вам прощай, я говорю до новых встреч, пока. Как обычно, новый релиз, вот он, обязательно слушайте, изучайте. Для вас старался, от души все это сделал. В этот раз у нас поп-рок, достаточно короткая песня. Если кому-то казались предыдущие длинными, то вот, пожалуйста, покороче. Потом, когда-нибудь подлиннее будет, может, 5-минутную смогу организовать. Обязательно слушайте, делитесь, добавляйте в плейлисты. Для меня это очень важно. Я горжусь этой работой, я чувствую, что мои навыки растут. Я не буду скромничать, говорить, ой, пожалуйста, но если это... У меня сейчас такое бодрое настроение, что я хочу громко говорить. Я горжусь этой композицией. Я проделал большую работу, чтобы сделать вот в такой маленький временной отрывок, ну, в смысле, композиция не очень длинная, вложить много интересных смыслов, и если вы их разгадаете, и на чем основана композиция, и с какой одной мысли она выросла, то получите воображаемую шоколадку от редакции. Ну и лайк от канала настоящий. Так что вот. Что еще? Ну, ближайшая трансляция летом будет, скорее всего, в конце лета. Ну, если чудо какое-нибудь произойдет неожиданное, то, может, в июне. Вдруг песня вылетит в какие-нибудь чарты Яндекса хотя бы и там в СНГ обретет хоть какую-то известность. Тогда да, конечно, пройду трансляцию в честь такого события. А пока что будем работать, стараться. У меня тут еще есть идея, может, пора кавер наконец-то какой-нибудь выпустить на одну известную группу, а то как-то они скоро возвращаются, а кавер на них все нет, надо ж всех недовольных собрать под этим видео будет. Ну да ладно, это тоже такие планы гипотетические. Ну и хотелось бы с биографиями до конца лета закончить, типа, наверное, к ним уже особо не возвращаться. Так сказать, я обещал, 3 биографии все еще висят, я все не хочу их делать, но не потому что лень, или не потому что не могу, а потому что я знаю, что там будет в комментариях, это будет безумие. Но чего не сделаешь ради людей. Спасибо вам, дорогие люди, особенно те, кто смотрит до конца. Вы прям уважительные, респектабельные. Да. Именно те, кто вы подумали. А сейчас либо сцена после титров, либо на монтаже я отключился, как обычно, и едва живой загрузил видео. Кто знает.